Любовь – это когда ты машешь лопатой, не понимая, что происходит. Сегодня я решил собрать урожай. Начал копать, потому что в реальной жизни, если что-то в земле, то ты это выкапываешь. А оказалось, разработчик все продумал иначе, чем я. В прошлой серии я пообещал доказать безматериальность своей любви. Потому что одноклассникам не свойственно доверять. И если у меня украдут помидор, значит, я любил по-настоящему. Некоторые играют по обучалкам, но я играю по наитию. Иногда это наитие приводит к тому, что я просто копаю воздух. В прошлой серии я вас обманул. Сказал, что шиповник растет только на платной локации. Как обманывает и разработчик, который уверяет, что мы сажаем клубнику, хотя это земляника. Если вы пошли покупать платный доступ от простуды, то простите. Это был не маркетинг, это был я. Я уже был готов обвинить разработчика в ягодном капитализме, но нет. Шиповник создан для народа. Я давно не выходил из дома, и у меня носовые кровотечения из-за кислородного голодания, а разработчик этой игры добавил деревенский дом. Значит, пора переезжать. Говорят, свежий воздух полезен. Проверим, работает ли он через экран. По договоренности родители присылают 10 тысяч йен каждую неделю. Ждем деньги от родителей, чтобы не умереть без крыши над головой. Не переводят. Но во вторник точно переведут. Я собрал все свои вещи в инвентарь перед выселением, включая ватный матрас, потому что меня просто выдворили из старой квартиры. Но я обещал, что дотяну до этой недели. И я дотянул. Здесь тихо, даже слишком. В городе ты один среди людей. В деревне ты один официально. Арбуз, словно смотрящая меня девочка, передала. Будем считать, что это вкусняшки от подписчицы. Спасибо, мама, интернету. Неплохо есть черный выход. Разуваемся здесь. Переехал в деревню. Теперь у меня затворничество с церемонией. Именно так. Нужно открывать эти двери. Уровень уважения к стенам повышен. Я не стал святотатствовать над традициями и положил разделочную доску на пол. В первом видео я играл на чистой интуиции. Индикаторы я не видел. Но теперь я замечаю голод до того, как герой падает. Я делал перерыв от этой игры. И честно, моим глазам сейчас приятно. После 4 дней отдыха глаза вдруг начали видеть индикаторы. Оказывается, они были все это время. Обувь пропала. Я ее ставил у порога. Разработчик добавил деревенский дом, но забыл исправить баги. Хотя, может, баги в мой дом приносит этот злополучный мандарин. После длительного мучительного молчания я делаю видео, отводя душу. Подождите, я же 3D-текстура с голосом нейронки. Покажу все-таки, зачем в этой игре нужна ножовка. Оказывается, чтобы делать фигурки из досок. Выбираем из всех фигур именно звездочку. Совпадение? Не думаю. Повесим прямо над головой. Чтобы даже во снах помнить, что мы против эксплуатации. Я не нахожу в этом доме кондер, поэтому мерзну, но зато мы будем отдавать меньше денег. Ведь теперь мы знаем, где найти шиповник от простуды. И мне не страшно. В перерывах между игрой я смотрел передачи. Про вулкан Аяма. Про бандитские районы Марселя.
про племя Хадза в Танзании, про трейлерные парки в Майами, про фавелы в Бразилии. И я думал, странно все устроено. Кто-то живет рядом с вулканом, кто-то рядом с огнестрелом, кто-то охотится каждый день, кто-то спит в металлическом вагоне, кто-то на крыше из жести. А вот я думаю, что мне досталась спокойная точка на карте. И пусть так долго длится зима, в игре у меня всегда лето. Люди в тех местах борются за выживание, а я борюсь с собственным бездействием. Выжить легче, чем жить. Выжить — это просто выполнять действия. Нажимать кнопки, копать, поливать. А жить — это создавать, даже если ты не знаешь, что получится. Никогда не знаю, каким станут видео после монтажа. Но ты все равно сажаешь, даже если боишься и не уверен в себе. Потому что выживать легче, а жить мне страшнее. А среди людей тем более. В первом видео я не видел индикаторы. В этом я не понимаю, как собирать урожай. Я уже 2 серии поливаю эти грядки, и если кто знает, то напишите мне. Потому что я чувствую себя человеком, который вкладывается и не понимает, когда наступает время собирать. Если украдут, значит, я любил. Любовь — это отказ от собственности, поэтому я переношу ее туда, где никто не найдет. Я знаю, что здесь можно общаться с персонажами, подзывать их к скамейкам и назначать свидания. Я подглядел это в чужом видео. Но если честно, я не хочу ни с кем из них общаться. Лучше знать, что у тебя нет друзей, чем думать, что они есть. Кроме этого помидора. É o prato da putaria. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma. Sequenciado, empurra e toma.